болото Аршинский мох. Сейчас, в принципе, только-только начинаем выезжать на него. Выезжаем 3 вездеходами, это 3 шерпа. Болото, говорят, сырое достаточно. С одной стороны, а с другой сухое. Посмотрим, что там происходит. Ну так, на улице идет дождь. Сегодня погода вообще не радует. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» Экстрим и Профи. Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду Герасим Шерп. Подробный обзор вездеходов в описании. Завтра прогноз обещает быть получше. Дожди прекратятся, и у нас будет целых 2 дня хорошей погоды. Нажмем, мы уже почти у цели. Двигаемся. Ребята, проверьте, пока мы спускаемся. Ждем. Как говорится, выезжаем на болото. Да, выезжаем именно. Это еще не болото. Нет, это еще очень хорошая твердая поверхность. Да мы вам тоже не хотели говорить. Потом сюрприз. О, все, можно Все, ехать. застряли. Скорую пропусти, скорую. Не занимай левую полосу. Какая качественная болотина. Качественная болотина-то, ребят. Вдоль столбов и идем. Кто последний приходит, тот гасит свет. Все нормально, мы выезжаем. Давайте, ждем вас. Для поворота на таком болоте маленькими рывочками рычага вот так вот тык-тык-тык-тык помаленечку, прям чуть-чуть пробуй. Прям чуть-чуть, не тяни постоянно рычаг, а такими микроударчиками, как АБС работает на машине. Вот так же поворачивай. Аккуратно продавишь ему чуть.
вы поели, да? Так, ну вот, ребят, у нас привал, фотосессия. Небольшая фотосессия на местах. Ждем отстающий экипаж. У ребят мало опыта, они борются с болотом, у них получается. Шерп — это такая машина, которая прощает 99% ошибок. И едут. Вон они, потихонечку едут. Я вижу Петра серию. Видишь, тут лес на горизонте. Удочку нашли. С крючком. С крючком. А, как ее сюда занесло, представляешь? Клюет. Так, ребятки, едем на озеро Тотное. Или Тотное. Ребят, приближаемся к Тотному. Дело погнало. Ай, красота какая. Ну вот и Тотное, ребят. Приехали. Вот она красота. Запах багульником пахнет. Да, Феррадо пахнет сцеплением чем-то. Едут? У нас, ребят, не мимо проехали случайно. Нет. Тут повернули. Да? Багульник такой. На ту сторону, вон, видите, расщелина вон там, вон, деревья. Вот туда надо приплывать. Ребят, не мимо проехали. И пораньше спать, и завтра целый день вот прошел. Мы далеко будем. А где вы, где вы? Где вы? А? Конечно, вы сейчас созерцайте и внимайте глазами, руками, жопим мастер-класс этот. Мчимся. Едете? Никогда не мешайте машине ехать. Займитесь каким-нибудь своим делом.
Попейте чаю, например. Попейте чаю, например, да. Где вы тут на балконе? Подпенились. Засрали, ребят, тут вообще все. Видели сами, какие помойки. Тут бы ямы какие-то выкапывали, шли там мусоры. Пофиг, так кидают. Так, ну вот, к сожалению, места отдыха покидают таким вот образом. Что трудного взять, положить в костер. Все вот это вот. Ну, вот запас еды оставили. Спасибо. Ну что ж, ребят, мы вот приехали, ставим лагерь потихонечку. У нас есть мангал. Мангал с шампурами. Вот такой вот. И есть газовый, вонючий, как его, неспортивный огриль. Ну и в принципе мы сейчас посмотрим, кто у нас и когда сготовит, покушает и ляжет спать. Не, ну мне правда просто интересно. Так, ну что, ребят нашли сушину, пошли пилить дрова. Так, продолжаем разжигать наш мангал. Методами, между прочим, якутских шаманов. О,
Это от грозы, короче. А я уже делаю вторую порцию бутиков горячих. Вот так вот. У меня здесь все горячо, все нормально. Ребят, это сегодняшний наш ужин. Это все, что у нас есть. Это все, что останется после меня. Зато у нас пахнет дымом. Спасибо тебе, добрый человек. А у нас едой, да? Так, ну что, ребят, мы победили, выиграли тендер в готовке. И угриль у нас теперь трудится и старается, не покладая сил. Пока вот тот наш мангал на натуральных углях, на дровах, шкварчит и тлеет, и будет это делать часа еще 1,5, потому что дрова вокруг сырые все. Зато он создает атмосферу. Увы и ах, да, атмосферу напряженности, и надо что-то делать, чтобы поесть. Если бы не мы, то все бы были голодные, и я боюсь сказать этого слова «злые». Продолжаем наш эксперимент социальный. Я только переверну эту полоску. Ребят, посмотрите, как разгорелся мангал уже. Еще чуть-чуть, и там можно будет готовить, еще минут 40. А на нашем газовом, пахнущем газом гриле, без романтики, уже, в принципе, мы будем сейчас закладывать вторую порцию. Потому что едоков много, приходится активно все это делать. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль Огрилл. С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасимшер. Ссылка в описании. Давайте прикроем, потому что все-таки вкусная еда любит тишину и одиночество. И темные помещения. Я думаю, она просто будет пожарена без крови. Курица, да, это уже очень удачно. Когда курица без крови. Она снаружи не сгоревшая, а внутри без крови. Это очень удачная прожарка курицы. Не всегда получается на мангале. Да, отсутствует салмонелла. Я не понял, ты вообще за кого? За партию власти. Правокола. Дровосеки. Я за победителей. Еда у нас, значит, все за нас. Ну, я так думаю, что готово. Да? Продолжай, закрой историю. Ну, да, жареный лучок будет. Такой отвратительный жареный лук. Так, ребят, ну что, настал тот момент, когда мы все-таки увидим из мангала курей. Вот так вот, это один сплошной биштекс такой. Отбивнуха. Честно говоря, мы уже наелись. Но попробуем, конечно, попробуем. С дымком же все-таки. Народ, доброе утро, у нас действительно доброе. Мы уже почти сыты. Почти что потому, что Герасим Васильевич уже позавтракал, а я нет, поэтому почти. Нет, просто я еще хочу съесть что-нибудь. И это будет Мишанина порция. Фу, вот такое у нас доброе утро. Очаг горит, костровой у нас вот стоит. Всю ночь бедолага поддерживал огонь, носил дрова, пилил. Ну ничего, сейчас будет спать. Зато он сохранил знамя полка. Сейчас приберемся, соберемся и в дорогу. Кстати, прекрасная погодка. Сейчас поднимем коптер, еще полетаем. Полной грудью вдохну принесенный ветром запах трав, напоенных росой. И заря заренится лучом рассветным, укажет мне путь домой. На земле, что столетиями прославляется, босыми ногами стою. Я дочери Божьей, о русой красавице, голубоглазой пою. Ее имя Русь, великая, ясноокая, светлоликая. Ее имя Русь, красавица, волоса леса, круг озер расстилаются. Русь,
священная, многомудрая, вдохновенная, светлая Русь, родимая, небесами хранимая. Ни на картах ищи ее, ни на глобусах аршином не измеряй. Лишь на певах славянских да хороводах, в глазах россиян читай. Сколько троп и дорог вместе с нею пройдено, сердце поет для нее. Просто Русь мне дала это тело и родину, и русское имя мое. Моя матушка Русь, великая, ясноокая, светлоликая, вечная Русь. Красавица, волоса леса, вокруг озер расстилаются. Русь, священная, многомудрая, вдохновенная, светлая Русь, родимая, небесами хранимая. Ой да, ой да, да, ой да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, ой да, да, ой да, эй, эй, да, ни да, ой да, и да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, ой да, да, ой да, ой да, ой да, да, ой да, эй, эй, да, ни да. Я гляжу на рушник, в небе радугой вышитый, привет от грибного дождя. Знаю я, мы на этой земле души пришлые, однажды уйду и я. Только русской останусь, коль надо родиться в другой стороне уже. Ведь русским зовут не за верность границам, за свет и просторы в душе. Ведь русским зовут не за верность границам, за свет и просторы в душе. Я люблю тебя, Русь великая, ясноокая, светлоликая. Люблю тебя, Русь, красавица, волоса леса, вокруг озер расстилаются. Русь, священная, многомудрая, вдохновенная, светлая Русь, родимая, небесами хранимая. Я люблю тебя, Русь, родная моя, небеса пусть хранят тебя. Ребят, случилась как раз вот та ситуация, когда свинцовый аккумулятор подвел своего хозяина, а вот револтер не подвел нас. И утром мы с трудом, но запустились, потому что аккумуляторы были высажены вибастой до 8 вольт. Можно было и остаться на этом болоте. Думаю, теперь у хозяина не останется сомнений, нужен ли ему железофосфатный аккумулятор от Vista Battery. И он его поставит, потому что у нас таких проблем не бывает. Вот так вот они и жили. Револтер, тигр. Рррр. Спасибо тебе, револтер. Пусковые устройства Revolter. Это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Бегаемся. Торчок, кстати. Торчок, вот он. Красота просто, красота. Потом я вам расскажу, что у нас за плитка такая модная. Но позже. Вы уверены, что достаточно давления? У нас табличка есть, тут как бы все сходится пока. А, вы по табличке ездите? А Ну, то, видите, покажите. завод Асфальт, грунт. А мы на чем сейчас находимся? Смотрите, оп, 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 А у вас какое давление? Грунтовка? грунтовочная. Мы же на болоте. Ну, Болото, Аршинский мох. А так, а у водителя какое давление? Да. А для Аршинского мха какое у вас давление должно быть? Сейчас дайте померить. Вот, Давление нету таблички. 120 на- Предлагаю производителям доработать табличку, чтобы было видно, что на каком болоте какое А давление я еще должно быть.
Нет, я вот предлагаю просто вот карту выпустить для водителей, карту давлений. Ну что ж, ребят, все, мы поехали. Дальше. Сейчас поедем на самолет сбитый. Посмотрим, что там изменилось. Вот следы наши. Вот. Ну все, ребят, вышли на воду, сейчас переплывем протоку и пойдем дальше. На болоте достаточно много воды. С одной стороны это плохо, а с другой стороны хорошо. Потому что пока есть в торфе вода, мы можем ехать потихонечку, понемножечку. Бывает, что и по сантиметру в минуту, но ехать можно. Вездеход колесами перекатывает грязь, жидкую грязь назад и едет, цепляется. Так что двигаемся. Здесь хайвей. Ага, да. Вот, еще не полностью, вот 69 ампер уже, емкость 87%. Вот при таком, смотри, вот я добавляю 10 ампер зарядки, 15 пошло, 18, 20 ампер зарядки.
Жуков гараж. Ведущее тюнинг-ателье по вездеходам Sherp и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Sherp лучше. Подписчикам канала скидка. Какие ассоциации возникают у вас при слове «болото»? С одной стороны, некая специфическая красота природы, вечная сырость, зыбкая тряская поверхность, мох, змеи, тучи насекомых. В памяти возникают картинки топкой жижи трясины с оконцами воды коричневого цвета среди камышовых зарослей, плотно закрытые ряской. Трухлявые стволы берез, кочки, покрытые мхом, обманчиво создающие впечатление тверди. Дорог здесь нет. В лучшем случае зимники, летом фактически не проезжие. В стороне от зимников глушь нетоптанная. С другой стороны, болото – это огромнейшая колыбель жизни, место массового гнездования птиц, обитель разнообразных животных. Болото является огромным конденсатором влаги. Месторождениями рек и речушек, труднопроходимость, местами полная непроходимость, малая привлекательность для людей сохранили первозданную красоту мест здешней природы. Специфический край, затерянный мир, естественный природный комплекс со свойственной ему неповторимой красотой. Конечно, болото для человека – это в большей степени негативный мир со своими страхами, идущими из нашего детства. Это и кикимора болотная с муженьком своим лешим, и блуждающие огоньки разного рода сущности, заставляющие блуждать человека, заводить его в дебри лесные топи болотные. Всему этому уже давно есть научное объяснение. Но именно в таких местах и просыпаются многие наши негативные эмоции. Уход от цивилизации – это уже некий экстрим, а в таких местах он ощущается еще более. Попробуйте заночевать где-нибудь у болота. Или на болоте. Сразу поймете, о чем я говорю. Кто-то скажет, да ерунда все это. Эти места уже давно не такие глухие, на байдарках там проходят, и на квадроциклах, даже джип-сафари устраивают. Как бы там ни было, но это не городской проспект, и проходят там единицы. Потому и сохраняются такие места в первозданном виде. Мало кто знает, что на границе Конаковского и Рамешковского районов начинается затерянный мир. Его официальное название – Аршинский мох. Непроходимые топи делают путешествие по этим местам крайне опасным. Но множество нетронутых цивилизаций озер, а их насчитывается более 150, как магнитом притягивают рисковых рыбаков, водных туристов, охотников за клюквой и экстремальных путешественников. Озеро Великое находится в самом центре трясин, но на острове посреди него испокон веков живут люди. На карте обозначено 3 деревни – Остров, Петровская и через протоку Заречье. Именно тут жил старожил озера Великое дед Миней, который прожил в этих болотах 38 лет. Оптимальный вид транспорта в этих местах – вездеход. Например, Sherp. Те, кому вездеход недоступен, добираются до Спаса на Сози и оттуда поднимаются на лодках по извилистой речушке Сось, берущий свое начало из озера Великое и впадающий в Иваньковское водохранилище. Сось – типичная лесная речка. То и дело лодки упираются в завалы из невесть как попавших в реку бревен, да и течение быстрое достаточно. Удивительные чувства охватывают при посещении этих мест. Ведь всего в 150 километрах от одного из самых крупных мегаполисов мира ты попадаешь в другую цивилизацию, в другую эпоху, в параллельный мир, живущий по своим нетронутым цивилизациям законам. Звенящая, чуть жутковатая тишина, отсутствие людей, техники, всего того, что в повседневной жизни стало привычным. И это не игра, не сон, который быстро проходит. Это ее величество – реальность.
простирающая свою власть на многие километры непроходимых болот. И если вы прибыли не на вертолете, это многие часы упорного труда, чтобы по тем немногим путям, которые сюда ведут, выбраться назад, в цивилизованный мир. Но путешествие в страну Великих озер стоит всех трудностей. Ты чуть-чуть по-другому начинаешь смотреть на повседневные трудности, проблемы, да и, собственно, на свою жизнь. Планируя путешествие на Великие озера, важно серьезно подойти к исправности техники, которая будет использоваться в путешествии. Ведь не везде можно подойти к берегам, и практически нереально, не зная этих мест, выбраться с Великих озер сухопутным путем. Вот так, ребят, долго ли, коротко ли, ехали и наконец добрались до самолета. Ну, а что будет происходить здесь, мы вам покажем уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.